Здравствуйте, друзья! Passat B3 – это кумир автолюбителей, который выпускался с 88 по 93 год и до сих пор многих радует своей простотой, просторностью и надежностью. Было два типа кузовов – это седан и универсал. О самом кузове хотелось бы сказать, что его антикоррозийная защита очень качественная и сам металл тоже хороший. Были индивидуальные заказы, которых некоторые детали могли оцинковываться, но в серийном производстве кузов не оцинковывался. Если за кузовом вовремя следили и устраняли сколы краски и при отсутствии серьезных повреждений, то эти экземпляры и до сегодня выглядят на твердую четверку. За них, конечно, просят приличные суммы, за которые можно присмотреть что-то из бюджетного типа Deo 2005-2008 годов выпуска, но B3 в таком состоянии за такую цену может купить только фанат модели, так как он полностью понимает, за что он платит, несмотря на возраст. В противном же случае, если хозяин не следил за кузовом, то следы глубокой коррозии будут на порогах, на арках, на задних и передних стаканах. Кстати, в таких экземплярах часто при хорошей загрузке на неровностях передние стаканы просто отрываются от кузова и пружина стойки упирается в капот. Так что тоже бывают такие ситуации, за этим нужно следить. На универсалах гниет крышка багажника из-за аэродинамических завихрений. Ее всегда закидывает грязью, в принципе, как и на большинстве универсалов и других марок. От возраста, особенно в зимний сезон, примерзают и ломаются дверные ручки при открытии. Салон сделан из очень качественных и износостойких материалов, которые до сих пор сохраняют свою целостность. Панель приборов была в трех вариациях: без тахометра, с тахометром и с цифровым одометром. Также для американского рынка шкала спидометра была размечена в милях. Из особенностей панели приборов это дублирование зумеров аварийных лампочек на панели. Шумоизоляция салона не очень хорошая, и также пластиковые панели салона из-за своей усталости на неровностях создают небольшие скрипы и потрескивания. В целом в салоне просторно и удобно. Задним пассажирам совсем выделили очень много места для такого класса автомобиля. Багажник большой, и в седане складываются спинки задних сидений, расширяя этим багажное отделение. Подвеска простая и надежная. Сзади установлена балка, там ломаться в принципе нечему, а передняя установлена на подрамника. Сама жесткость подвески, она не комфортная, а больше жесткая, особенно для наших дорог. Расскажу об основных типах встречающихся двигателей. Это 7 бензиновых и 3 дизельных. Всего их устанавливалось на B3 25 типов. 1.6 восьмиклапанный. Устанавливали системы питания, это карбюратор, впрыск CMOS, Motronic и Mono-G-Tronic. Это простой, надежный, но очень слабый. И их уже давно не встретить на B3, так как при серьезном ремонте эти двигателя меняют на двигатель 1.8, так как по виду они очень схожие. 1.8, 8 клапанов. Система питания CMOS, Digifund, K-G-Tronic, Mono-G-Tronic и Mono-Motronic. Это один из часто встречающихся надежных и простых двигателей. В основном встречается как моноинжектор. Динамика его очень посредственная, но простота конструкции для многих важней. 1.8, 16 клапанов. Встречается с системой K-G-Tronic. Это такой же двигатель, как 1.8 восьмиклапанным, только оснащен механическим впрыском и головкой с 16 клапанами. За счет этого получаем большую мощность, но я вам не рекомендую на сегодняшний день покупать механический впрыск, так как это очень хлопотная и капризная система, потому что большинство ее составляющих уже выработало свой ресурс, а новых их попросту не выпускают, да и к тому же настроить ее сложно, и особенно нет желающих, кто будет этим заниматься. Хотя пока система была новой, то работала очень хорошо и стабильно, и была гораздо надежнее карбюраторов. Двухлитровый восьмиклапанный двигатель. Встречался с системой CMOS и Digifund. Считаю этот двигатель вообще один из лучших для B3 среди бензиновых. Он прост, и с ним уже получаем более-менее нормальную динамику. Также здесь установлен современный впрыск
Но в системе впрыска топлива есть механический расходомер воздуха, и это будет здесь самой главной проблемой. Устройство его простое, это всего лишь переменный резистор, но особой конструкции. Таких расходомеров уже не выпускают новых. На них изнашивается резистивный слой этого резистора, по которому двигаются ползунки. И все дальнейшие ремонты на малое время улучшают ситуацию. Из-за неисправности этого узла мы получаем большой расход, нестабильную работу, дергания и плохой запуск. Двухлитровый 16-клапанник с системой Digifanti KE Matronic. Более сложный двигатель, особенно если установлен механический инжектор KE Matronic. По самому устройству двигателя никаких нареканий нет, лишь система впрыска оставляет неприятное впечатление. По сравнению с 8-клапанным двухлитровым, этот двигатель дает больше динамики в более широком диапазоне оборотов. Ну, содержать его, конечно, будет значительно дороже. Два самых мощных бензиновых двигателя VR6, это 2.8 и 2.9. Это 12-клапанные шестицилиндровые двигатели. Они необычной конструкции, так как они не рядные, не оппозитные и не V-образные. Он получается одновременно и рядный, и V-образный. Двигатель очень компактный из-за такой конструкции, но крайне неудобен в ремонте и очень недешевый в ремонте. Очень боится перегрева и плохих мастеров. Еще к особенностям этих моторов можно отнести их несбалансированность. Они сильно вибрируют, и если подушки двигателя уже подношены, то эти вибрации очень хорошо передаются на кузов. Вибрация здесь из-за отсутствия в двигателе балансирных валов. Преимущество можно отнести цепной привод ГРМ. Двигатели позиционируются как спортивные, но подвеска Passat, она далеко от спортивной, она валкая, и из-за тяжелого двигателя и высокого его центра тяжести управляемость в поворотах плохая. Еще из-за большого веса проседают передние пружины и быстро разбивается передняя подвеска. Лично я не понимаю, зачем бы третьему такой двигатель. Это скорее всего на любителя дальнейших доработок. 1.6 турбодизель 8-клапанный. Очень слабый и старый двигатель, который бы третьему достался от предшественника B2. Ну, на B2 он стоял без турбины. Сама конструкция его очень надежная и простая. И на B2 эти двигатели проезжали по 500 тысяч вообще без ремонтов. Здесь из-за более тяжелого кузова на него поставили турбину для получения хоть какой-то динамики, которой все равно оказалось недостаточно, и в итоге эти моторы приходится все время раскручивать, и их ресурс значительно снизился. Так как 1.6 версии были сняты с производства, то запчастей на них уже мало. Ну и самих Passat с такими двигателями тоже встретить, это уже редкость. 1.9 атмосферный и турбодизель соответственно. Это один и тот же двигатель, только отличается наличием турбины или ее отсутствием. Отличный двигатель, крепкий, неприхотливый, очень ремонтопригодный. Хорошее топливо, где установлен обычный топливный насос высокого давления, простые механические форсунки и турбина низкого давления. С таким набором двигатель всеяден к топливу и неприхотлив к маслу. В придачу у него нормальная для дизеля динамика и небольшой расход, как для такого объема. Ресурс до ремонта при адекватной эксплуатации около 600 тысяч километров. Эти моторы в свое время очень любили немецкие таксисты. И много автомобилей к нам было завезено из европейских стран именно после такси. При покупке B3 с таким мотором нужно тщательно проверять состояние двигателя и топливной, так как из-за перечисленной неприхотливости эти автомобили использовались до последнего, использовали дешевые масла и некачественное топливо. Суммируя все сказано, B3 это очень хороший и качественный автомобиль, который, несмотря на свой возраст, еще может прослужить и подарить владельцу позитивные эмоции. При выборе будьте внимательны и обратите большое внимание на состояние кузова, так как кузов это самая дорогая часть автомобиля, и если он поврежден коррозией, то я считаю лучше отказаться от покупки, так как коррозию вы остановить уже не сможете. Если состояние кузова хорошее, но какие-то там проблемы небольшие с двигателем, то двигателя можно либо найти на разборке, либо починить, и вы получите еще довольно хороший и крепкий автомобиль. Спасибо всем за внимание, желаю всем удачи, до свидания.